в этой серии. О! 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 Пошла работа. Вот. Вот это отлично. Ребят, ну вы, конечно, даете. Так, учитесь, как это надо делать. Блин, промазал. Так, доброе утро, экстренное включение. Пока я настраивал корабль, на меня напали враги. Соответственно, сейчас и протестируем корабль. Так, ну, кажется... Кажется, все в порядке. И остался только один большой корабль. 180 метров. Интересно, интересно. Так, сдам чуть-чуть назад. И развернусь в его сторону. О, мне кажется, я уже видел этот корабль. Так, хорошо. Лазер очень прекрасно работает, тот, который вот сверху стоит. Пока что выключу вторые турели. В общем, всем привет. Тут, ну, правда, неожиданное включение. Кстати, вон еще летят в меня корабли. В общем, я сидел, настраивал корабль, и на меня просто напали вот джанки. Да уж, довольно-таки быстрый тест у нас выйдет сегодня. Хо-хо-хо-хо. Офигеть. Это было клево. Так. Пускаю туда ракеты. И сейчас будем стрелять из рейлгана. Давайте еще чуть-чуть подождем, чтобы щит пробило. 10%, 7, 5, 2, 0. Все, он без щита. И теперь стрельнем рейлганом, ну, пожалуй, куда-нибудь в центр. Вот это, кстати, турель с базы стреляет, точно такая же, как у меня. Так, выстрел. Отлично. Да уж, выглядит это все, конечно, невероятно круто. Но что-то их прям слишком много. Если так посмотреть. Мне это не особо нравится. Так, что насчет большого корабля? Опасность 0. Это хорошо. Так, пойдем попробуем к большому кораблю подлететь. Посмотрим, все ли в порядке вообще. Ну, новая турелька заработала. А чё ж ты до этого не работала? Так, ладно. Выбираем этот корабль. Он уже восстановил себе полностью щит. Но я вооружения у него не вижу. Это какой-то фрейтер, что ли. Ну, прям тяжелый фрейтер. Все-таки 180 метров. Практически как мой корабль. Ну, зря они, конечно, сюда прилетели. В общем, меня чуть-чуть обманули. Я попытался выйти к нему. Там у него прям защита от людей. То есть у меня, во-первых, отключается гасители инерции у джетпака. И, во-вторых, если ближе подлететь, джетпак отключается. Да и плюс, пока я пытался там маневрировать, он развернулся и полетел в другую сторону. В общем, как мне кажется, все-таки надо попробовать в него еще ракеток попускать. Кстати, надо бы протестировать еще одни ракетки. У меня есть
Вот, в первом слоте, как можете видеть, у меня есть вот ракетки. Они неуправляемые, то есть их просто пустил, и они сами летят. И мне интересно их проверить. О, боже. Ну, это прикольно. Так, ладно, давайте чуть-чуть сблизимся и пустим еще раз их. Повторный пуск этих ракеток. Прикольно, прикольно. Мне нравится. Итак, доброе утро. Как вы поняли, сегодня мы будем заниматься тестированием вот этого великолепного, как мне кажется, корабля. Ну, мне, по крайней мере, он нравится. Вот. Да, я хотел все настроить, все подготовить и отправиться кое-куда для тестов, но, как видите, меня нашли раньше. Поэтому чуть-чуть посмотрели, как работает вооружение. В принципе, прикольно, но... Привет. Но у меня есть некоторые вопросы к этому вооружению, и по мере сегодняшнего тестирования я буду делать такие себе заметочки. В общем, буду анализировать, как тут все работает и все ли нормально работает. В общем, да, сегодня мы отправляемся в некое путешествие. Подготовим сейчас корабль к этому путешествию. Возьмем патроны, возьмем уран для энергии. Конечно, возьмем буровой корабль, чтобы проверить, как все это будет происходить, как они будут работать в связке. Также я купил вот такой вот маленький кораблик на станции. Это просто такой мини-кораблик для разведки. Я его чуть-чуть переделал, добавил ему другие ускорители, а так, в принципе, дефолтный корабль, который продается сейчас на станции. Вот. Это просто вот микрокорабль для разведки. Не знаю, возможно понадобится, возможно нет. Так, да. Идем смотреть на ресурсы, которые есть, и будем отправляться. Так, ну что ж, я на корабле. Давайте посмотрим, что у нас есть по ракетам. Вот это вот для рейлгана нужно бы пополнить. Это я не знаю, что за ракетки. Это для маленького рейлгана, в принципе, тоже нужно пополнить. Этих нормально. Тут все хорошо. В принципе, тоже хорошо. Так, я здесь не вижу для большой пушки снарядов, поэтому сейчас докидываю сюда снаряды, которые необходимы. По водороду хорошо, по кислороду чуть-чуть плохо, но я думаю, я найду лед, когда буду путешествовать. Так, по ресурсам 1200 урана. Хорошо. Я думаю, мне этого спокойно хватит. В принципе, можно отправляться. Так, сейчас я подумаю, куда бы сделать прыжок, и отправимся именно туда. Итак, был сделан прыжок на примерно 390 километров. В принципе, я думаю, можно где-то тут потестировать все. Так, объясняю, в чем суть данной миссии. Во-первых, это проверяем комбинацию... Вот уже какой-то сигнал появился. Ну да неважно. Во-первых, проверяем комбинацию нового корабля Немезиса и бурового кораблика. То есть на Немезисе есть очистительные заводы. И хотелось бы убедиться, что все в порядке, все нормально перерабатывается, и корабль способен защитить буровой корабль, так как до этого мне приходилось только убегать. Также проверим вооружение корабля. Попробуем поискать какого-то врага. Ну, если они, конечно, нас сами не найдут, как это было в начале сегодняшнего дня. А так, в принципе, я думаю, на этом все. Проверим, как корабль себя ведет, как он управляется, как ускоряется расход там топлива и все такое. В общем, просто тестирую сегодня корабль. Так, вот именно то, о чем я и говорил. 260 метров? Ой-ой-ой-ой. Кажется, я такой бой не вывезу. Хотя...
Блин, я даже не знаю, на самом-то деле. В общем, попробую сейчас пустить туда парочку ракет. Тут, в принципе, два маленьких корабля. Вот тут махина 260 метров. Проверим. Ну... Я бы сказал, что он вообще не почувствовал эти ракеты. Да уж. У него прям вообще щит не меняется. Окей, тогда логично как бы не вступать в бой. Но проблема вот в этих ребятах, которые летят на меня. Так, повернусь в их сторону. Кстати, поворачивается этот корабль довольно-таки быстро. О, это по мне уже было. Так, я сдаю назад. Они меня в любом случае нагонят, потому что это маленькие кораблики. Но мне главное уйти от большого корабля. Мы действительно хотим файтиться, ребят? Ну ладно. Что-то мне не нравятся мои ракетки. Я вот вроде и стреляю по врагам, но щиты вообще не падают. Так, еще раз ракетка. 73%, 74%. Две ракеты попало, 70%. А если эту ракетку? Да уж, эти ракетки намного медленнее, чем вторые. О! О! Вот это уже хорошо было. Вот это уже хорошо влетело. Он сразу же мертвый, да? Так, ну эта турель работает. К турели у меня вообще вопросов нету. Она моментально ему щит сломала. Окей. Подождите! Неужели он впилился в астероид? Просто у него скорость сейчас даже не 1 метр в секунду. Там точка 7. Мне кажется, он впилился в этот астероид. Блин, это интересно. Окей, тогда вот такой вот план. Я лечу вон туда вот. И смотрю с той стороны на него. Мне кажется, он впилился в астероид и... Хотя нет, он сдает назад. Ну, в общем, в любом случае нужно полететь, посмотреть. Так, скоро вернусь. Так, ну что ж. Я подлетел чуть-чуть поближе, чуть-чуть другой ракурс. В общем, да, он уперся вот тут вот в астероид. Но, кажется, сзади него ничего нету. Ему ничего не мешает просто улететь. Но, возможно, что-то домешает. Я вот даже не знаю. Я нашел корабль длиной в 209 метров, и, ну, мне повезло его захватить. Но я не вижу смысла захватывать еще один корабль 260 метров. Не знаю. В общем, давайте тестировать на нем оружие, что ли. Вон у него какая-то огромная турель стоит. Ракетная. Вон еще что-то в конце. Дальность моих турелей выставлена на 4 километра. Так что сейчас пробуем просто ракетками. Опять же, давайте попробуем ракетки, которые не наводятся. Посмотрим, попадет ли хоть что-то. Да уж. Возможно, они даже не долетят. Да, они не долетели. Ну да ладно, разброс у них, конечно, адский. Вторые ракетки. Эти, кстати, довольно-таки быстрые, но и дамажат они довольно-таки мало, как я понял. Ну да, ему вообще плевать. Причем тут стоит как бы Зевс. То есть тут есть Арес, это, я так понял, боевые. И есть Зевс, которые против щитов. И что-то не особо они себя показывают против щитов. Также есть третьи ракетки. Они еще больше по размеру. И тут стоит Drain Strike Missile. То есть Drain это как бы высасывание. Можно будет еще и вот это попробовать. В общем,
Сначала стреляю Drain, потом стреляю Disrupt. А это, опять же, боевая, которая против брони. Итак, выстрел. Причем во время выстрела летит 3 ракетки. Летят они очень сильно в сторону. Но, в принципе, все попадают в цель. Но и опять же, ему абсолютно все равно. Но, видимо, проблема в том, что это прям слишком огромный корабль, и я ничего ему не могу сделать обычной ракеткой. В общем, решил я от них улететь. Сделал прыжок, опять же, куда-то в сторону на 50 километров. Так как не вижу смысла с ними драться, мне это никакой пользы не принесет. Я в любом случае сегодня тестирую корабль, в частности, оружие. Итого, что я понял? Первые ракетки, они, неуправляемые, они просто как спам, их нужно стрелять в минимальную дистанцию. Вторые ракетки, да, они, конечно, быстрые, но как будто они очень слабенькие, поэтому я бы их переделал все-таки, чтобы они стреляли только по маленьким таргетам, потому что по большим таргетам они наносят слишком мало урона по счету. Третьи ракетки, которые находятся вот тут вот снизу, вот они, такие вот кругленькие, они в принципе наносят, наверное, побольше урона, но тоже как будто маловато. Возможно, нужен просто таргет не такой огромный, как тот корабль, и тогда все будет понятно. Поэтому тестирование все еще продолжается, пока что некие выводы есть. И по вооружению, я так понял, мне лучше всего фокусироваться на энергетическом оружии, потому что абсолютно у всех есть щиты. И эти щиты нужно как-то пробивать. Поэтому, возможно, я вот тут по бокам поменяю некие пушечки на энергопушечки. А пока что продолжаем тест. Я думаю, сейчас полететь вон к тем астероидам. Попробую там побуриться. Если, конечно, никакого сигнала нету. Блин, просто как по заказу какой-то сигнал появляется. Еще вон какой-то сигнал снизу. Так, хорошо. Поворачиваем корабль. Я уже сделал 4... Уже 5 движений мышкой. 6, 7, 8, 9. Это вот полностью мой коврик проходит, чтобы повернуть корабль. Боже мой. Не, это слишком много. Нужно сюда прям кучу гироскопов ставить. Потому что, облегчить этот корабль не предстоит возможности. Он весь из тяжелой брони. Что же мы видим? Мы видим какой-то корабль 50 метров. Кстати, вот на нем и, пожалуй, и проверим ракетки. В чем разница между второй и третьей ракеткой. Так, подлетаем чуть-чуть поближе на расстояние в 5 километров и будем пускать по нему ракетками. Так, 5 километров у нас имеется. Пуск второй ракетки. И сразу же пуск третьей. 97. Да уж, 3% за 2 ракеты. Это прям супер плохо. 95. Что-то я прям разочарован. Так, попробуем сейчас другую ракетку поставить. Зеленая. Почему зеленая? Это, видимо, еще старая ракетка, да? Так, стоять. Не нужен мне лазер. Нет, зачем? Не, лазер офигенно работает. Минус 40% за один выстрел. Так, еще раз тест ракеткой. Во, наконец-то выстрелил. Ага, тоже зеленые. Окей. Кстати, это мой никнейм. Приятно познакомиться. Знаете, я что-то как-то разочарован ракетками. Потому что, что это такое? Парочка процентов за выстрелы ракетами, при том, что я просто могу сделать вот так вот, чуть-чуть наклонить корпус, дать доступ лазеру, и лазер делает бррр, и сносит ему ого-го сколько. Так, пробуем
Не, ладно, давайте еще разок выстрел лазером. Сбиваем ему щит. Все, 0%. И стреляем рейлганом. Да уж, и рейлган как-то не особо что-то сделал. Какое-то сплошное разочарование. Ты еще кто такой? Алло, турели? Защищать меня? Нет? Смотрите, ко мне просто корабль подлетел. А турели такие, ну да. Ну ладно. А почему они его не атакуют? Они его не воспринимают как цель? Странно. У него и вооружение есть. Да уж, нужно дорабатывать систему. Ну, кстати, турели пишет, что у него нету сабсистемы, так сказать. То есть у него нету якобы вооружения. Это странно. Ведь он по мне стреляет. О! Пошла работа. А ну еще раз постреляй. Что-то ты не особо попадаешь. Ну, вот рейлган попал. Да уж, у меня проблемы с вооружением. Судя по тому, что я наблюдаю. Ну вот эта должна получше справиться, которая справа стоит. Да уж. Давай помогу тебе, турель. Не, ребят, это фиаско. Меня крутит дрон размером в 6 метров. И у меня вооружение ничего с ним сделать не может. О, сделала, спасибо. Это проблема. Хорошо, это я учту. Это я учту. Так, отправляемся на следующий сигнал. Так, вот он наш следующий сигнал. Маленький кораблик, 40 метров. На нем стоит какая-то турель, кстати. Корабль, я так понимаю, около нейтральный, раз он по мне не открыл огонь. Шаттл ученых. Ну, давайте я, наверное, подлечу, все-таки посмотрю, что в нем есть. Кстати, я даже знаю, на чем я туда сейчас полечу. Да. В общем, полечу, посмотрю, что на нем есть, что это такое. Возможно, это, кстати, даже пиратская ловушка. Я не отрицаю, поэтому я все же врублю на корабле все вооружение. Пусть он меня защищает. Полечу, посмотрю. Мне интересна турель, мне интересно, конечно же, щиты. Я это все с собой заберу. А так я, наверное, бы стрельнул куда-нибудь в него с рейлгана. Проверим рейлган на беззащитной цели. Итак, садимся в наш микрошаттл. Запускаем на нем двигатели и отстыковываемся. Вот такой вот маленький шаттл. Он довольно-таки забавный, миленький. Вот. На нем стоят новые ускорители, на нем стоит новое вооружение и маленький-маленький щит. Буквально 100 тысяч хп у щита, то есть, ну, его хватает на парочку выстрелов, я так понимаю. А так, в принципе, почему нет? Надо будет сюда еще камеру поставить, но в любом случае полетели, посмотрим на этот кораблик. Блин, это так забавно. Такая малютка вылетает с такой громадины. Этот кораблик довольно-таки медленный. В принципе, ему и не нужна скорость. Тут есть освещение на корабле. Что мы видим? Мы видим турельку. Это все должно выглядеть вот так вот. Турелька, турелька. Ну, я бы не сказал, что это ловушка. Если бы это была ловушка, мне кажется, ко мне бы уже кто-то прилетел. Так, ладно, давайте посмотрим, что внутри корабля. Да, он даже не детектится как вражеский. То есть это полностью нейтральный корабль. Видимо, его очень-очень давно потеряли, этот корабль.
Тут какие-то припасы. Блин, уютный, уютный, очень уютный корабль. Был бы он еще целый, было бы лучше. Так, что мы видим на корабле? Мы видим прототехлом, это я обязательно заберу. Какая-то информация. Ага, окей, окей, хорошо, запомнил. Сейчас все это найду. Компоненты реактора довольно-таки ценные. Забираем, конечно. Какая-то еда в коридоре лежала. Еще еда. Угу. Окей. Окей, понял. Это были хорошие люди, судя по всему. Так, вот это место с ломом. В принципе, ладно, заберу, что есть. И еще одна записочка. Окей. Блин, какие-то хорошие люди тут были. Мне даже жалко их становится. Я надеюсь, они выжили, так как я не вижу здесь ни одного трупа, как это, к сожалению, обычно бывает в таких ситуациях. Я надеюсь, они выжили. Забираю турель, забираю щит. Где-то я его тут видел, вот. И сделаю выстрел сюда из рейлгана. Помянем достойно этих людей. Так, только-только я хотел отлететь и выстрелить, как появился еще один корабль. Так, ну, судя по всему, он летит прямо ко мне. В принципе, давайте тогда не трогать корабль ученых, а потрогаем корабль Имбер. Кажется, я с Имбером уже воевал. Поэтому, да. Блин, ну, у корабля прям не хватает маневренности. Тяжеленный корабль. Нужны прототех гироскопы. Нужно заниматься прототехом. А для этого мне нужны хорошие прыжковые двигатели. Что мы видим? Мы видим маленький корабль, 26 метров. О, вот это как будто уже новая ракетка. Окей. Вот это я сейчас был доволен. Ну и, конечно же, мой лазер. Кстати, лазер снес довольно-таки мало. Возможно, он просто не попал. Я, кстати, сейчас не нажимал на пуск ракет. Они почему-то сами выстрелили. Хлоп. И нету врага. Не буду я трогать корабль ученых. Все-таки я погорячился, когда сказал, что уничтожу его. Лучше я вот в этот корабль выстрелю. Хотя, что так, это будет трата снаряда. Ну да неважно, я экспериментирую. О боже. Я не отключил турели. А вот сейчас они и сработали. Ну то есть, когда дрон летал, им было плевать. А сейчас они, на тебе, спокойно сработали по таргету. Выстрел из рейлгана. Просто в центр корабля. Это сейчас шутка была, он выстрелил чуть-чуть пониже. Ай, боже мой. Я неудачник. Так, выстрел из рейлгана. Чуть-чуть. Вот так вот целимся, чтобы попасть в центр корабля. Вот. Не, ну, маленькие корабли он разрывает. Это да. Наконец-то все-таки надо бы отправиться добывать руду. Это, в принципе, то, зачем я сюда прилетел. Да и, в принципе, я уже сделал некие выводы насчет корабля. Так что продолжаем наш тест. Мне довольно-таки повезло, так как был найден уран. Немезис стоит вон там, защищает меня. Я сейчас буду добывать уран. И после этого
наверное, отправлюсь еще к каким-то астероидам, либо поищу еще какие-то неприятности на свою голову. Во время добычи руды на меня напали корабли Джанг, но я легко от них отбился. Кажется, отбились. В принципе, все, турели выключил. Кажется, спокойно отбился. Блин, вот против маленьких кораблей все идеально. Против больших кораблей как-то похуже. Но, в принципе, оно и понятно. Я ставил тут турели с заделом на будущее. И, я так понимаю, все-таки надо поулучшать эти турели. Поменять их. И я думаю, сегодня этим займусь, когда вернусь на базу. Но пока что смотрим на очистительные заводы. Заводы работают прекрасно, хорошо. Так, итого у нас получилось 32 тысячи урана плюс 4 завода по 14. Ну, супер, супер. Неплохо. Это учитывая, что я не полностью зафармил весь уран. Там вот еще есть уран, но в любом случае это было сделано для теста. Мне он, по сути, сейчас не особо нужен. Кстати, да, можем посмотреть, насколько мне вообще нужен уран. 1050. Ага. У меня было, кажется, 1200. Ну, блин, после файтов, после всего вот этого, в принципе, нормальный вроде расход. Что по патронам? По патронам мне чего-то не хватает. Надо бы, кстати, себе сделать... Наверное, я вот этот экран поменяю и выведу информацию, какие снаряды, какие патроны мне нужны и в каком количестве. Потому что, ну, я пока что их не особо еще помню. Вот, и поэтому теряюсь. Мне не хватает какой-то ракеты, да. Вот это вот первая ракета, это, кажется, третья. Соответственно, мне не хватает второй ракеты. Кстати, ко мне опять кто-то летит. Это для баллистической. Это гаусс-пушка. Это гаусс-турели. Ну, то есть рейлган турели. Это патроны... Ага, мне еще патронов не хватает одних. Короче, ладно. В принципе, тест я считаю успешным. Думаю, можно уже возвращаться домой. Так, что это за корабль 113 метров? Ну, вот. Будет моя, так сказать, финальный тестовый таргет. Чуть-чуть пролетим вперед. Сделаем разворот. И подрубаем турельки. Плюс пускаем ракетки. Так, щит сбили. Так, все, хорошо, не мешайте мне стрелять. Теперь делаем выстрел из рейлгана. Постараюсь куда-то в центр попасть. Вот это отлично. Вот так и надо делать. Кстати, блин, а это не тот же самый корабль, от которого я... Хотя нет, это не тот же. Просто у него турель такая же самая. Блин, вот эту турель надо бы забрать. Мне кажется, это одна из крутых турелей. Так, это кто еще такие? 20 метров, 19 метров. Ну, ничего особенного. В общем, подрубаем турели. Поворачиваемся чуть-чуть бочком, чтобы все турели видели таргеты. И подрубаем эту турельку. Блин, ну звук классный. Подождите, что? У меня пробоина, кажется. Да, у меня пробоина в корпусе. У меня резко просто пропал звук. Так, хорошо, хватит. Вон у меня какая-то пробоина в корпусе. Видимо, мне щит повредили и стрельнули. Да уж. Так, ладно, вон тот корабль здоровый. Я его догоняю и пробую спилить у него ту турель. Либо, по крайней мере, посмотреть, что это за турель. Так, в принципе, скорость хорошая. Пойду посмотрю, что вообще случилось. Потому что произошла разгерметизация. Я, в принципе, наверное, даже понимаю, где она. Ну ладно, давайте посмотрим с улицы это все.
Я вот тут вот где-то... Да. Вот. Мне просто секцию тут выбило. Тут стояла секция 5 на 5. Или что тут стояло. В общем, неважно. Тут что-то стояло, и это просто выбило. Из-за этого пошла разгерметизация вот тут. И, в принципе, по кораблю. Но я думаю, это ничего такого. У меня есть проектор. Я его просто включу и все починю. А так, в принципе, вроде бы ничего такого. Тут еще что-то дымится, но ладно. С этим будем потом разбираться. Короче, догоняю корабль. Забираю у него турель. Забираю все ценное и возвращаюсь домой. Так, я выровнял скорость с кораблем. Вот так вот он выглядит. Огромная, кстати, турель. Вот ее я точно хочу себе. Точно хочу ее спилить. Кажется, она даже размером 7 на 7 блоков. Щит, пару турелек. Ну, вроде бы он по мне не стреляет. Поэтому я надеюсь, и по мне он тоже не будет стрелять. Раз он по кораблю не стреляет. Ладно, сейчас и узнаем. Да, кажется, все прекрасно. Привет, турелька. Почему ты по мне не стреляешь? В принципе, я и не против. Ты что такое? RA5 Starfall. Ага, окей. Офигеть, сколько она стоит. Это, мне кажется, самая топовая ракетная турелька. Офигеть. Так. Да уж, ребята, кабина у вас просто ужас. Так, не вижу смысла вам все это показывать, потому что, ну, мне буквально нужно подойти и спилить турельку. Вот, таким образом засчитывается как бы взлом, и мне нужно взломать все вот эти турельки, и тогда корабль станет мой. Поэтому, да, сейчас я к вам вернусь и все это покажу. Есть хорошие новости. Я его успешно захватил. Вот он такой вот огромный кусок металла. Ну, кстати, весит он довольно-таки мало по сравнению с моей громадиной. Но есть плохая новость. И она заключается в том, что я сюда очень красивенько шмальнул с рейлгана. Поэтому тут абсолютно все разрушено, как вы видите. И я что-то тут не наблюдаю ни одного ускорителя, поэтому да, сейчас придется как-то цеплять его к моему кораблю и тормозить моим кораблем. Потому что вот это все выглядит, ну, просто невероятно. Короче, да, это сейчас будет тот еще челлендж. Давайте я все это сделаю. И уже по тому, как я буду возвращаться домой, я вам это все покажу. Так, я успешно словил этот корабль. Было это, кстати, довольно-таки просто. Даже без дамперов. Или как оно называется. В общем, да, прицепил я его к своему кораблю. Выглядит это все просто катастрофически. Все эти блоки я перевел себе, чтобы мой щит их не трогал. То есть вот, к примеру, владелец я. Поэтому, да, я думаю, тест корабля можно считать успешным, особенно после поражения такой огромной цели. И где эта пушка? Вот эта пушка. Правда, я ее не смогу построить, так как у меня не исследована эта технология. Кажется, да. Технологию требуется изучить. Но это не важно, я ее изучу, и у меня, считайте, вот такая вот огромная пушка есть. Возможно, я ее где-то на базе установлю. Выглядит она прям клево. Корабль пристыкован. Я сейчас разворачиваюсь и лечу на базу. Сколько мне туда пилить? 480. Ну, короче, 2 прыжка. Перед прыжком домой на меня напали риверы, которых я довольно-таки быстро убил. Ладно, все, отправляемся на базу. Так, ну что ж, мы дома. Осталось только развернуться, как обычно для этого корабля. Самое трудное. Так, насчет трофея, я так подумал.
Я в любом случае сейчас не смогу эту турель куда-то установить. Нужно будет искать для нее место на базе, и нужно будет, в принципе, открыть ее как технологию. Кстати, давайте-ка посмотрим, что это за турель. Вот они, то есть вот, у меня открыто все вот это вот. На базе у меня когда-то стояла вот эта турель. На корабле у меня стоит вот такая вот пусковая установка. То есть тут есть еще дальше какие-то пусковые установки, еще пусковая установка и турель. Вот она, видимо. Самая-самая топовая. Короче, мне нужно какую-то из этих вот пусковых установок поставить. Возможно, кстати, и на корабль установлю, раз у меня не получается с ракетками. Возможно, стоит заменить. Короче, ладно. В любом случае, пока что я вот этот вот кусок хлама оставлю где-то возле базы. Он пока что будет висеть, я его буду потихоньку разбирать. И плюс буду улучшать свой корабль. Вот, все, что я буду улучшать, я это буду показывать. Так, дом, милый дом. Паркуемся и продолжаем. По прибытию домой рядом началась битва фракций. И я решился вмешаться. Ребят, ну вы, конечно, даете. Так, учитесь, как это надо делать. Блин. Промазал. Эх, разговоров-то было. Так, попытка номер 2. Берем чуть-чуть выше. С учетом упреждения, с учетом всего. У него щит появился. Ай. Ладно. Последний деп. Подрублю турель, чтобы ему щит снесла. Куда ты стрельнула? О, по нему уже база начинает стрелять. Давайте, ребята. О, ура! Ура! Победа! Понадобилась всего-то помощь базы. Надо бы запомнить эту компашку. В принципе, хотелось бы с ними подружиться. Корабли у них довольно-таки прикольно выглядят. Что мелкие, что большие. Так, ладно, неважно. Тут, короче, суета происходит, а я паркуюсь и разгружаюсь. Встретимся совсем скоро. Короче, я потихоньку разгружаю, потихоньку выпиливаю вооружение с того корабля. Сейчас попробую установить вот эти вот пусковые установки на свой корабль вместо тех пусковых установок, которые у меня стоят, потому что, ну, что-то по тестам они мне вообще не понравились. И посмотрим на новую пусковую установку. Плюс посмотрим на ту огромную турель, так как она мне теперь откроется после этого, и я смогу ее восстановить. Да уж, слишком много кораблей тут. Даже FPS проседает. Кстати, очень много кораблей. Прям, ну, нереально много. Вы посмотрите на это. Офигеть. Обычная суета. Ничего нового, ребят. Ну, какой-то корабль получает люлей. Все в пределах нормы. Продолжаю, короче, разбираться с этим всем и вернусь к вам. Итак, вот что я сделал. Переместил первую ракетку, которые вот неуправляемые. Я вот, ну, возможно, вижу в них потенциал для спама по какому-то большому объекту, но это ладно. Пусть будут. Они не для убийства кораблей, поэтому, да, я их переместил чуть-чуть повыше и добавил сюда вот такую вот пусковую установку. Вот она. Вот так вот она выглядит. Стоит она в таком вот положении. И нам ее еще предстоит протестировать, но... Ну, блин, судя по ее размерам, она должна быть посильнее той, которая была тут до этого. Да и, ну, она мне прям вообще не понравилась. Плюс, если посмотреть на прогресс, тут есть еще одна пусковая установка. В принципе, сейчас я вам ее покажу. Вот она. Просто огромная. Не знаю, куда ее можно будет поставить. Возможно, я где-то найду место. Кстати, блин, возможно, я даже знаю, где ее можно поставить. Где-нибудь вот тут вот. То есть, ну, по логике вещей, ракеты будут вылетать вверх и потом лететь куда надо. Я вот не уверен, есть ли у меня тут место для этого. Но это стоит разузнать.
Или, возможно, где-то тут поставлю. В общем, я подумаю. Возможно, установлю, возможно, нет. Скорее всего, нет. Но в любом случае продолжаем. И так как я открыл, получается, вот эту турель, теперь я ее могу заварить. Заварю ее, в принципе, полностью. И можно ее осмотреть. Я ее предварительно выключил, я не знаю, как она настроена, я не знаю, есть ли тут энергия, будет ли она стрелять. Ну, в общем, вот такая турель. Опять же, она просто огромная. Подождите, она не 7 на 7. Если... Ну да, она 9 на 9. Офигеть. Так, давайте я ее, в принципе, сюда себе закину. Офигеть. Она 9 на 9 и в высоту десятка. Жесть, конечно. Так, что про нее пишут? «15 километров рейндж. Starfall Nuclear Missile». Окей. Capital Defense. Офигеть. Подождите. Я так понимаю, раз у этого корабля стояла эта турель, значит тут и должны быть... Офигеть. 15 ракет. 7500 объем. Короче, да, я сейчас это все позабираю. И давайте, кстати, посмотрим, сколько стоит такая ракетка. Starfall Rail Rocket. В принципе, я думаю, и тут можно посмотреть. Так. Starfall. Ага. Платина, уран. Ну, кстати, не сильно дорого. Разве что золото и чуть-чуть платины. С ураном, в принципе, проблем нету. Халявные 15 ракет. Блин, я хочу ее протестировать, но у меня не на ком ее тестировать. Теперь давайте-ка займемся улучшением Немезиса. Так как мы сегодня его протестировали, я увидел его слабые стороны. Мне не нравится вот эта пушка. Мне, возможно, не нравится лазер. Либо я бы просто добавил еще плазменных турелей. То есть вот такие вот, как стоят на базе. Вот эти вот турельки. Они себя очень классно показывают. Возможно, сюда добавлю. Возможно, где-нибудь вот тут добавлю. Кстати, вот тут вроде бы хорошее для них место. Можно будет, если что, что-то подрезать и поставить их тут. Короче, хочу больше энергетических турелей. Потому как, ну, только они сейчас и могут нормально работать. Вот тут, кстати, можно поставить хорошее место. Тут можно турельку влепить. И еще из улучшений я бы сюда поставил прыжковый двигатель. Потому как, сколько у меня было, 340 километров. Ну это ж вообще копейки. Это даже, ну, не смешно. Хотя бы раза в 2-3 увеличить эту дистанцию надо. А так, в принципе, вроде бы корабль хорошо себя показывал. Ну, еще бы, конечно, батареек побольше, либо лучше реактор поставить. Да, наверное, установлю еще реактор, чтобы увеличить ХП. Потому как все-таки по мне сегодня прошел урон. Вот сюда вот он прилетел, я уже тут все починил. Вот сюда вот он прилетел. Все это устанавливаю и продолжаем. Знаете, пришлось чуть-чуть повозиться, но по итогу турель установлена на базе. Надо бы ее еще, конечно, в более какой-то такой нейтральный цвет покрасить. Может, что-то вот такое. Короче, перекрашу я эту турельку. Вот, установил я ее на базе. Я ее оттуда выпилил, сюда кое-как притащил, прицепил, все такое. Но я ее буду использовать только в крайнем случае. Это не потому, что у нее снаряды дорогие, а потому что посмотрите на ее урон. Урон в секунду. 97 миллионов. Это вообще что такое? Это, ну, насколько адекватно? Хорошо, давайте возьму, например, какую-нибудь XM500 Медуза. Урон в секунду 7300. Эта пушечка 17400. К примеру, вот эта пушечка, которая мне довольно-таки нравится, 8300. А тут 97 миллионов. У меня есть некие вопросы к этой пусковой установочке, к этой турельке. Блин, может
Может, вот на них проверить? Dangerous River Encounter. Нет, ну ладно. Или вообще вон какой-то корабль цивильный стоит. В него запульнуть. Ладно, нет, все. Я хороший. Я хороший. Я не буду нападать на мирных людей. Да уж, это, конечно, выглядит, ну, несуразно чуть-чуть. Потому что, ну, это слишком огромная турель для такой базы. Но, учитывая, что она мне бесплатно досталась, почему нет? Но, опять же, использовать я ее буду в крайних случаях. И не автоматически, а ручками буду тыкать кнопочку. Не знаю, возможно, никогда не воспользуюсь. Но нет, по-любому воспользуюсь. В общем, тут практически ничего не осталось полезного. Я это сейчас оттащу на вот эту станцию и продам. Потому как разбирать это все, это слишком долго и слишком нудно. Вот, так что встретимся, наверное, уже там, посмотрим на цену и вернемся обратно на базу. Так, ну что ж, нахожусь на станции. Давайте-ка посмотрим, за сколько продастся этот кораблик. В принципе, я с него получил огромную турель. И я буду рад любой цене. Все, что угодно больше 10 миллионов. Вот я этому буду рад. О, вау. Вау. Кстати, бонус за репутацию нету, видимо, потому что я с ними больше не торгую особо. Ладно, принимаем предложение. 27 миллионов. Бум. И пропало оно сразу. Кайф, кайф. Так. Пойду посмотрю, что у них продается. Возможно, поторгую с ними. Ну, блин, как же этот корабль офигенно смотрится. Да, он огромный, да, он тяжелый, неповоротливый, проблемный. Кстати, вооружение чуть-чуть улучшилось. Я поставил вот эти вот плазменные турели. Плазменная турель ТР-302, если интересно. Поставил тут, заменил турель, которая была, и поставил тут. Соответственно, с той стороны то же самое. Пойду посмотрю, что продается на станции. Если что, покажу вам. Вы не раз сегодня видели, как трудно этому кораблю вертеться и поворачиваться. Поэтому самое простое решение, как мне кажется, это, ну, кроме того, как... Сейчас, секунду, вам покажу. Кроме того, чтобы добавлять вот такое вот нереальное количество гироскопов, самое простое решение, как мне кажется, это поставить прототех гироскопы. То есть у меня есть прототех рамы, у меня есть некоторые компоненты, и я думаю, я смогу поставить примерно 4 гироскопа. То есть сейчас я подберу место для гироскопа где-нибудь на корабле, где-нибудь в той части. Вот, установлю их и покажу, как я их делаю. Вот, покажу, в принципе, как это все крафтится, если вдруг кто не знает. Так, я нашел прекрасное место. Тут как раз 4 блока отсутствует, и плюс это будет прикольно смотреться сверху. Ну да, ставлю вот так вот. Что нам нужно для прототех блоков? Во-первых, это прототех рама. Она добывается с факторума и прочих вот таких вот сигналов. Ставим раз. Ставим 2. Теперь мы это все дело завариваем, и потом ставлю 3-4. Что нам нужно? Прототех схема и прототех механизм. Получается 4 гироскопа, 4 схемы и 8 механизмов. Идем на базу, смотрим, что у нас есть. Итак, берем все, что нам необходимо. Прототех панель. Она крафтится просто, без использования прототех лома. Прототех схема, нам нужно их 4 штуки. У меня есть только одна, по всей видимости. Нет, у меня есть 4 схемы. Хорошо, 4 схемы есть, нужно 8 механизмов. Есть 7, соответственно, нужно еще 7 штук. Так, лом, золото, ну, все есть. То есть вот как примерно оно крафтится, если вам эта панелька закрывает. Крафчу 7 механизмов, и вот все ресурсы, которые необходимы для этого крафта. В принципе, у меня все есть. Достаточно уже лома было собрано за это время, но для каких-то больших построек по типу... Вот, ну, я бы их себе хотел точно
ну, возможно, вот этот вот реактор, но точно я бы хотел прыжковый двигатель. Вот. Но, опять же, для него нужно прям кучу-кучу компонентов, и у меня буквально нету столько лома. Вот эту штуку надо будет на лом разобрать. Так, а пока что вот они мои механизмы. Забираем это обратно. Все, идем заваривать и продолжаем. Итак, я на месте. Пробуем. Не хватает прототип панелей, решеток компьютеров. Хорошо, тут то же самое. Что такое прототех панель? Это, ну вот буквально как обычная стальная пластина, но прототеховская. Я так понимаю, оно используется во всех прототех блоках. И делается оно тоже довольно-таки просто. Опять же, идем на базу и смотрим это все. Так, мне на каждый гироскоп нужно 300 панелек. Крафтятся они вот по такому рецепту. Соответственно, мне нужно 1200 панелей. Это дофига. Вроде как, все эти ресурсы на базе имеются. Можем, в принципе, сейчас сходить перепроверить. Максимум, чего не будет, это магния, но я думаю, даже магния достаточно на базе. Да, магния 11 тысяч. Проблема только во времени, за которое будет это все крафтиться, потому что, ну, как видите, крафтится оно мега медленно. Короче, покажу уже, когда все будет готово. Хух, ну, наконец-то 4 гироскопа установлены. Вот так вот они выглядят. Это очень круто, очень красиво. Особенно по сравнению с обычными. Так, и давайте-ка посмотрим, начал ли он нормально вращаться. Итак, это с гироскопами. Ну, кстати, прям бодренько. Прям бодренько, знаете. А ну-ка, поворот. Ну, повороты еще как бы да. Как бы не особо бодренько. Но, слушайте, это намного лучше, чем было. И это всего 4 штуки. Короче, как будто бы мне нужно еще, ну, штук, не знаю. Ну, еще штук 6, чтобы было в общей сложности их 10 штук. Блин, это клево. Это прям хорошее улучшение, мне кажется. Самое такое доступное, самое простое, но улучшение. Так, и сегодня у меня еще в планах добавить один реактор. То есть у меня есть один крутой реактор, есть один реактор похуже. Вот, я хочу добавить еще один крутой реактор. Поэтому идем в моторный отсек и делаем это все. Вот так вот выглядит установленный реактор. То есть я уже показывал это вот место в реакторной. Вот там вот я делал гироскопы только что. Соответственно, мы к этому реактору добавили точно такой же рядышком. И потом добавлю еще сюда такой же и сюда такой же. Так, варить его очень долго, поэтому я это все делаю и показываю вам результат. Так, ну что ж, сделал я этот реактор. Давайте посмотрим на ХП щита. 8285. Ага. А если включить реактор? Так, ты работаешь? Ты работаешь, супер. Опять же, ХП щита было 8,2, стало 12. Офигеть. Не, это прям круто. Я думаю, мне еще нужно добавить сюда батареек. Потом ограничить на каком-то моменте потребление щита. Вот видите, например, снизу написано мощность щита. 2572. То есть это вот энергопотребление. Если я включу вот тут можно будет выставить вот эти вот 2500 и как бы залочить их. То есть больше щит не поднимется, но энергия свободная будет. И это нужно, когда по мне кто-то стреляет, и мне приходится в ответ тоже стрелять, потому что турели требуют очень много энергии. Вот, это прям, ну, по-хорошему так нужно будет сделать. Но пока что полетаем с вот таким вот щитом. 12 миллионов. Круто, круто, мне нравится. Итак, сегодня мы протестировали новый корабль Немезис.
выяснили, что некоторое оружие у него не слишком эффективно. Я его заменил. Некоторые ракетницы у него тоже были не слишком эффективные. Я их тоже заменил. Плюс еще надо будет разобраться с вот этой вот пусковой установкой. Также на базу получили просто огроменную турель. Надо будет ее когда-то использовать. И еще улучшили, в принципе, Немезис. Добавили парочку гироскопов прототех и добавили новый реактор. 12 миллионов хп вместо 8. Спасибо, и мне это очень нравится. Так. Я думаю, пора пойти отдохнуть. Что ж, увидимся завтра.